Это история про одного маленького и бедного мальчика, который хотел всего лишь поиграть в игры. Смотря на своих сверстников, как те днями напролет играют в классные шутеры с хорошей графикой, он завидовал и хотел так же. Но у мальчика совсем не было денег на крутые новинки нашего времени, даже несмотря на его компьютер. И тут-то пришел маленький гномик, который и открыл мальчику замечательный мир браузерных игр. Я думаю, большинство из вас знают или же видели подобные сайты с флеш-играми нашего столетия. Или же простыми словами, игры моего счастливого детства. Сейчас, чтобы не скачивать в лаунчере и не устанавливать игры на компьютер, достаточно ввести в браузере «Поиграть в игры». И сразу для вас откроются двери в замечательный мир, в котором я находился пару лет назад. Или же нет? Просто какой-то бред. Вы посмотрите на это. Что это такое? Как в это играть можно? Боже, ну что за реклама? Ну почему она все всплывает передо мной? Пожалуйста, уберите ее. Да, реальность бывает достаточно сурова, и именно поэтому я решил пройти все эти мучения за вас. И сделать, что ли, мини-обзор на Яндекс.Игры. Если не всматриваться, то на главной странице находятся классические игрушки типа карточного дурака, сложить 3 в ряд, шашки, шахматы. Но только попробуй сделать шаг вперед и спуститься гораздо глубже, можно найти тут такое. Ребята, экстренное включение, а именно необходимо подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на который, кстати, будет в описании. Симулятор вождения BMW. Использовать фотографию и имя профиля. А, данные мои хотели спиздить. Ну-ну. В целом это просто обычный симулятор на Unity. Из интересного, тут даже в меню машину можно вот так вот покрутить. Правда, непонятно, какой отбитый на голову человек станет играть в это так долго, чтобы насобирать на другой автомобиль. Тут даже можно закастомить свою тачку. Йоу. К примеру, так. Или же вот так. Геймплей в игре максимально прост. Нужно лишь дрифтить по бесконечной дороге с максимальной ублюдской графикой и вечно лагающей камерой. На записи это, конечно, не особо заметно, но когда я пытался поиграть в это, то я чувствовал резкую анальную боль. Но вы просто посмотрите на эти ограждения в виде 2D кустов. А звуки как будто у тебя Жигуль сломался. Все, я не могу, нужно выбирать что-то более динамичное. О, Counter-Strike. Блять, куда я полез? Как бы ни звучало странно для вас, я люблю пострелять. Если смотреть на эту игру, то у меня накатываются слезы по обе стороны глаз. С одной стороны, это ностальгическая слеза за былые времена CS 1.6, а с другой стороны, это анальная боль из моих страданий. В целом эту игру можно назвать какой-то пародией для бедных. А еще одна такая пародия на не менее известную игру о танках. Я думаю, скуфы моего канала обязательно оценят. Попрошу заметить, детализация здесь на уровне. Разраб даже сральник поставил в главном меню, тем самым сделав отсылку, что игра полное говно. По дефолту дали самый дешманский танк и давай вперед против целого полка сражайся. Ну да, я бы с радостью, но как? Как рулить, блядь? Управление в этой игре, ну, полное днище. Тяжело даже представить, кто на реальных щах зайдет сюда и будет такой: ох, ебать, сейчас я в танчике погуляю. И сидит с управлением дрочится. Не, ну вы посмотрите, ну что это такое? Все же мой чертолет поборол гору, и противники начали меня окружать. Но, видимо, не только у меня в этой игре есть проблемы со взбиранием на гору. И мои противники решили ждать меня снизу. Да я, как бы не гордый, решил к ним спуститься сам. Знаете, с танками как-то не вышло. Может быть, получится с самолетами? Иногда прямо хочется вспомнить, как дед в 45-м фрицев гонял на кукурузнике. И как бы не было красиво описание игры, трейлеры и снимки из игры, но зайдя в нее, ты охуеешь, это Донбасс. Управление телефонным стиком через мышку. Это что такое? Пару попыток я все же приловчился к аппарату и начал разносить эти танки в пух и прах. Но на этом моменте у меня в голове возник вопрос: зачем я в это играю? Неужели у меня нету других дел, кроме как одеваемся для знакомства? Актуальные образы для первой встречи при знакомстве? Ну-ка, что у нас тут? Правильно, сайт пустышка. Спрашивается, зачем эта реклама? Да хуй его знает. Ладно, все эти игры, что были в видео, даже рядом не могут стоять с симулятором русского гаишника. Вот тут-то реально можно по РП отыграть. Во-первых, хочу подметить, что в игре есть две разные развилки событий. Быть правопорядочным полицейским или же менточертом. Ну и вся суть геймплея — патрулировать город, находя нарушителей и подрезая их. Первый плюс игры — она не картонная. Столбы
столбы, заборы, все валится, а прохожих можно задавить, проезжая на машине. Прошло пару минут патрулирования, и мой первый протокол составлен на месте ДТП. К сожалению, в нашей службе не все бывает так гладко, и в погоне за нарушителями могут пострадать обычные ни в чем невинные граждане. Собственно, как и было на этом вызове. Правонарушитель, пытаясь скрыться, протаранил мой автомобиль и сбил человека, а заодно столб, нанося ущерб и государству. И как вы думаете, что же можно вынести из этого урока? Не гоняйте, пацаны! А еще тут по всей карте разбросаны звезды, банкноты и диски, собирая которые, вероятно, можно что-то получить. К примеру, пизды. Правда, дефолтная музыка для погони совсем как-то не очень. Согласитесь, гораздо круче догонять нарушителей на советском автопроме под цыганские песни. Ну вот посмотри сам. Я и ты летим с горочки под 100 километров за счастливую душу. Но все же, одна вещь в этой игре мне не давала покоя все время. Что же на самом деле управляет этим автомобилем? Чьи это руки и почему у нас нету туловища? Вопросов, конечно, много. Как вы оцените игру? А еще есть подобные игры. К ним вопросов вообще нету, ведь по факту сделаны они для аудитории Влада А4 и чем-то похожи на телефонные таймкиллеры. Попросту для того, чтобы зайти и убить свое время. Напоследок хочу оповестить вас, что Rockstar уже выпускали трейлер GTA 6. И сказать по секрету, амбассадоры Яндекса договорились, и теперь игра доступна только на Яндекс Играх. Но это чистый эксклюзив, с этим ничего не сделаешь. Я до последнего не хотел спойлерить, но именно так выглядит Grove Street в GTA 6, и собственно графика соответствует всем стандартам нашего времени. Поэтому и играть в нее сможет лишь малое количество людей с мощным железом. По правде говоря, боюсь в этом признаться, ибо могу сильно подорвать статус компании Rockstar. Но что это такое? Почему, выйдя из машины, моя машина уехала без меня задним ходом? Так еще и переезжала прохожих на своем пути. Все это очень странно, но напоследок я нашел более-менее адекватную игру, где можно пошашковать на Мазде до первого столкновения. В общем, здесь есть игры на любой вкус и цвет. Если посмотреть на эти игры под другим углом и все это подытожить, не могу сказать, что во всем виноваты лишь жадные разработчики этих игр. В некотором роде есть вина и модерации площадки. Глядя на подобные клоны популярных игр, не только хочется плакать, но и увидеть саму модерацию. Скорее всего, эти люди выглядят так, или же вот так. То есть их там вообще нету. Вероятно, у этой отрасли сервиса все же есть какой-то шанс на успех, если разработчики не просто будут повторять и делать нелепые клоны игр, а придумывать что-то свое, исходя из запросов аудитории. Хотя зачем это нужно, ведь тренды про скибиди-туалеты вполне работают, а значит можно по 50 баннеров запихать, с которыми даже адблок не справится. Ну, чистый фарм манесов, тут ничего личного. Надеюсь, этот ролик все же вызвал у вас рвотный рефлекс, и это будет поводом добить наконец-то 8 подписчиков на моем канале. Ну и не забывайте про Telegram, там я кидаю всякие анонсы из видосов, и там есть чат, где мы общаемся с подписчиками. Шкибиди-дом-дом, Кирилл, иди нахуй.